Да, надо было только вытереть остатки шоколада. В принципе, ничего сложного. Всем привет! Сегодня буду делать шоколадные шары двумя способами. Я надеюсь, вы для себя выберете более подходящий способ. Итак, начинаем. Начнем с первого способа. Это шоколад и какао-масло. Шоколад у меня вот в таких калетах. Это бельгийский шоколад. Той же фирмы у меня и какао-масло. Ссылка будет в описании. Впрочем, на все, что я сегодня буду использовать, ссылочки вы увидите в описании. Данную смесь нам обязательно надо темперировать, так как если вы этого не сделаете, у вас просто ваши шоколадные шары со временем будут подтаивать. Но это никому не нужно, поэтому лучше темперировать. Темперировать мы будем методом посева, то есть мы будем сюда добавлять уже в растопленную массу калеты, те же шоколадные. Отправляем в микроволновку и короткими импульсами мы расплавляем нашу смесь. Доводим ее до 43-45 градусов. Если вы будете использовать не белый шоколад, а молочный или, предположим, темный, то там немного другие температуры. Я все это тоже укажу в описании. Я буду окрашивать, то есть у меня будут не белые шары. У меня они будут цветом морская волна, это шоколадный с какао-маслом. И глазурь с шоколадом у меня будет цвет индиго кармин синий. Использовать я буду жирорастворимые красители, это обязательно. Обычные гелевые красители, либо водорастворимые, не подходят для окрашивания шоколада, либо глазури шоколадной. Краситель я буду добавлять сразу. Учитываем то, что мы сюда будем еще добавлять калеты, и концентрация красителя уменьшится. Поэтому, я думаю, что вот этого количества будет вполне достаточно. Растопили до 45 градусов. Будьте очень осторожны, белый шоколад, он очень капризный, поэтому, как я и говорила, короткими сессиями, короткими импульсами мы разогреваем. У меня это режим разморозки на микроволновке. Вот я ставлю режим разморозки и растапливаю. Прям не отхожу от микроволновки. Теперь нам необходимо эту смесь остудить до 29 градусов, вот так вот, 29-30 градусов. Остужать мы будем путем добавления постепенно шоколада. И постоянно измеряем температуру. После каждого расплавления, каждой порции, которую вы добавили, измеряем температуру. Так, 35 градусов, добавляем еще. Все, 30 градусов, и можно уже наносить на формы. Формы я буду использовать силиконовые, полусферы разных размеров. И для собственного же удобства я их поставила на доски. И еще я буду использовать сегодня кондурин, голубой топаз. Я хочу одну из полусфер, даже не одну, а несколько, покрыть кондурином внутри, а потом только туда заливать уже шоколад. И теперь заполняем шоколадом. Кстати, забыла сказать, у меня изначально было в чаше 12 граммов какао-масла, и я добавила 55 граммов шоколада, а потом уже калетами добавляла, я уже даже не знаю сколько. Просто добавляла, пока температура не станет нужной. Теперь кистью расправляем. Затем, как бы мы, конечно, тут не старались, у нас могут остаться какие-то тонкие места, то есть проплешины такие будут. И вот эта часть соединительная, когда мы будем две полусферы соединять, она у нас тоже может оказаться тонкой. Поэтому можно и повторно пройтись. То есть мы сначала сейчас распределим, убираем потом в холодильник, примерно где-то на 5-7 минут. Даже можно поменьше, на 3 минутки даже можно отправить. Чуть-чуть застыла масса, и повторно еще раз проходимся кистью, добавляем шоколад. По необходимости, если у вас шоколад совсем уж начал подостывать, можно эту смесь разогреть в микроволновке, то есть довести ее опять до 30 градусов. Но это прям если уж совсем она у вас остыла. За это время не должна остыть. Отправляю форму в холодильник. Если же у вас все получилось с первого раза, стенки у вас не тонкие получились, шоколад лег как нужно по форме, все, то отправляем мы в холодильник опять-таки же до того, как температура шоколада не будет 15 градусов. В любом случае вам нужен будет пирометр. Вот, сферу у меня поставили в холодильнике 5 минут, сейчас температура здесь 20-21 градус шоколада. И вот можно остатки здесь добавить, вот видите, просветы немного видно. А добавляем мы для того, чтобы каркас, то есть конструкция сама была такая жесткая, стенки у нас были нормальной толщины, не слишком тонкие. Вам потом даже уже и склеивать их будет, две полусферы, удобней. Так, все добавили. И теперь, как я и говорила, отправляем обратно в холодильник и измеряем периодически пирометром, чтобы у нас шоколад был 15 градусов. Пока первая партия у нас в холодильнике, мы как раз растопим сейчас уже
глазурь вместе с шоколадом. Этот вариант попроще, конечно. Но в основном мы можем встретить в интернете шары, сделанные полностью из шоколадной глазури. Цвет индиго кармин синий. Я же буду делать напополам. То есть у меня сейчас здесь 100 граммов шоколадной глазури белой. Сюда же я буду добавлять 100 граммов белого шоколада. Почему? Глазурь, она очень хрупкая, и когда вы будете доставать из силиконовой формы свои полусферы, они будут обязательно ломаться, потому что она сама по себе очень хрупкая. Вот добавляя шоколад, мы массе придаем эластичность, то есть и вытаскивать будет легче, ну и вкуснее будет. То же самое, как и с первым вариантом. Отправляем сначала глазурь, я отправляю в микроволновку, также короткими импульсами. Как только она начинает немного плавиться, я добавляю сюда шоколад. Повторюсь, пропорции 1 к 1. В этом случае мы только расплавляем, мы темперировать эту смесь не будем, нет никакого смысла. Шоколадную глазурь не темперирует, она и так застывает и не тает при комнатной температуре. Вернее, тает, если уж совсем будет жарко. Вот. Можно сразу в форму переносить все то же самое, также кистью я буду наносить. Если хотите, также кондурином можно форму внутри промазать. Пока занималась вторым способом, у меня уже вот первые полусферы готовы полностью. Чтобы их достать, чтобы не оставались отпечатки пальцев, потом они при окрашивании, если вы будете, например, кистью золотым красителем проходиться сверху, все эти отпечатки будут сразу видны, поэтому используем перчатки. Достаем из формы, и вот такие вот красивые полусферы получаются. И один вот я тут сломала. Сильно широко я раздвинула силиконовую форму, и он у меня сломался. Вот эти вот кусочки неудачные можно заново сложить в чашу и заново темперировать его, этот шоколад. Форму я сейчас протру спиртом и насухо бумажным полотенцем, затем уже начну заливать второй смесью. А уже потом, когда все будет готово, все полусферы у нас будут готовы, будем склеивать. Пока полусферы из глазури у нас в холодильнике ждут своей очереди, давайте соединим полусферы из шоколада. Используем также обязательно перчатки. Для того, чтобы соединить, для того, чтобы расплавить вот эти края, мы можем использовать как тарелку, разогретую в микроволновке, над паровой баней, так и железные какие-либо предметы, вот как шпатель, либо тоже железная тарелка. То есть я его нагрела над чайником обычно. Сейчас у меня температура 30-31 градус. Расплавляем и соединяем аккуратно. Все. Тем самым мы еще вот эти неровности сглаживаем. Видите, где неаккуратно получилось? От горячей поверхности все это подтаивает, и все будет более аккуратно. Полусферы из глазури и шоколада. Вот если бы у меня была одна глазурь, они бы у меня обязательно потрескались, половина бы здесь тоже все откололось, а так все норм. Шоколад придал мягкость смеси. Да, надо было только вытереть остатки шоколада. Когда я делала розовые шарики на торт, в инстаграме вы у меня все видели, там у меня были шары одного цвета, и поэтому такой проблемы, конечно, не возникало. Здесь я вот оплошность проявила. Все, шоколадные шарики готовы. По желанию можно также внутрь добавлять, при склеивании, внутрь уже добавить какие-либо шоколадные дрожжи, может быть. Это уже все на ваше усмотрение. Также еще спрашивали, как окрасить. Ну, то есть не окрасить даже, а сделать мазки. Это золотой краситель. Добавила прям каплю водки из предыдущего окрашивания, у меня немного осталось. И давайте вот на маленьком таком примере я покажу. Просто делаем мазки кистью, то есть это, в принципе, ничего сложного. Водка испаряется, краситель остается. Также еще задавали вопрос, как их скрепить между собой или установить на торт, чтобы они не свалились. С помощью того же шоколада у вас в любом случае он останется на стенках чаши. Я прикрепляла с помощью шоколада даже к мастике. Все нормально было. Я надеюсь, это видео будет для вас хоть чем-нибудь полезно. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.